Всем привет! Сегодня я расскажу об устройстве универсальной самодельной горелки, которую очень просто изготовить и можно использовать, если по какой-то причине у вас нет газа, электричества или вы вышли на природу. Вот состоит она из такой вот лампадного типа горелки. Дальше бывшая баночка из-под оливок перфорированная, которую мы сами перфорировали. И консервные баночки от зеленого горошка. 2 штуки. Как делаем простую эту горелку? Вот в крышечке, из-под баночка, например, у нас может быть из-под горчицы, из-под икры, пасты какой-либо. И вот таким вот шилом 2-миллиметровым протыкаем, например, 5 отверстий сверху. И одно маленькое отверстие для того, чтобы воздух сходил в банку и не создавался вакуум. Далее берем такую крестообразную отверточку и делаем эти 5 отверстий большими. Протыкаем тоже сверху. Потом вот такой вот шнур хлопчатобумажный 5-миллиметровый. Нарезаем кусочки по 10 мм и сверху вводим в отверстие вот эти вот фитилечки 5 штук. Для того, чтобы они назад не высовывались, завязываем узелки. Оставляем над поверхностью 5-10 мм кусочки. Вот. И нужно сказать, что интенсивность горения зависит от количества фитилей, их толщины и длины кусочка, который выходит над крышкой. Соответственно, чем больше фитилей, чем толще они, чем длиннее кусочек над крышкой, тем интенсивность горения будет у нас выше. И наоборот. Использовать для горения можно подсолнечное масло, лампадное масло, спирт, керосин. Все что угодно. Естественно, на маслах оно горит не так интенсивно, на спирте и керосине горит, соответственно, быстрее нагревается, но и быстрее расходуется горючее. Выбирайте, что для вас лучше, скорость или дешевизна, это вы выберете сами. Потом, естественно, закручивается крышечка, наливается сюда горючее и одевается вот такой вот кожух от зеленого горошка. Сразу этот кожух не входит, потому что мешают заусенцы после открытия крышки. И берете плоскогубцы и внутренний край вот так вот поджимаете изнутри. Поджали. Потом это все очень хорошо входит одна баночка в другую. Но вот этот ряд отверстий, когда мы его протыкаем, здесь образуются заусенцы. И эти заусенцы не дают ей опускаться до самого низа. И вот в таком вот положении она работает. Этот кожух служит для дожигания горючего. В этой емкости горючее у нас дожигается. Вот сюда входит воздух. Вот. И вот этот вот сверху еще одеваем кожух. Тут между ними зазорчик где-то 5 мм образуется. Так что воздух свободно проходит и наружу, и вверх. Он служит для того, чтобы у нас энергия не расходовалась в окружающую среду и более эффективно происходил нагрев. То есть нагревался сам вот этот прибор. Вот этот вариант служит для того, чтобы греть на нем пищу. Поставили сверху какой-то чайничек, кружечку и разогрели. Если мы хотим нагревать там палатку, комнату, сверху еще вот ставим, легко вставляется в выемку еще один кожух радиаторный. И все это дело у нас греет воздух в комнате небольшой, палатке. Зависит скорость нагрева от того, как оно у нас горит сильно или медленно, и от того, какое, допустим, помещение мы собираемся обогревать, и, соответственно, от окружающей температуры. Как тут вот эти вот отверстия пробиваются? Пробивается тоже очень просто. Вот такое вот шило берется, протыкается сначала отверстие, как в одной баночке, так и в другой, сверху, по бокам, а потом вот такой отверточкой крестообразной уже на 3 мм
Мы это все как бы рассверливаем, протыкаем больше. Но так как отверстий много и руки устают, лучше, чтобы у вас была дрель. И вот у меня было сверло 4 мм диаметром, и я порасверливал эти отверстия. Сначала проткнул шилом, потом порасверливал дрелью эти все отверстия. Это не так уж сложно. Такой вот конструктор можно использовать по-разному. Можно просто пользоваться такой вот горелкой. Можно использовать с кожухом, чтобы дожигание было более интенсивное. Так, вот так надели. Воздух заходит, более интенсивное дожигание. Еще один кожух от зеленого горошка одеваем. Получается, для подставка более широкая. Температура не так уходит в окружающую среду. Вот. Если хотим нагревать, еще надеваем один кожух. И получается у нас большой радиатор для отопления жилья или палатки. Все это делается просто. Разборная конструкция, легкая. Немного весит. Ну, давайте ее испробуем. 50 мл спирта берем и наливаем в эту баночку нашу. Затем берем крышечку с фитилями и закручиваем вот так вот. Закрутили. И надо, чтобы вот эти фитили все хорошо промочились. Надо вот так вот потрясти баночку вот хорошо, стенки, чтобы фитили смочились. Если они не смоченные, оно гореть не будет. После того, как подожгли, одеваем сверху наши кожуха. Вот мы поставили сверху кожухи. Это для обогрева жилья. Покажу поближе, что процесс горения замедлился. Вот, но он все-таки идет, и кожуха нагревается. Еще нужно сказать, что вот эти кожуха, они препятствуют тому, чтобы копоть попадала на потолок, на стены. То есть вот эти все кожуха улавливают копоть. Кроме того, что они служат радиатором, вот уже тепло чувствуется хорошо. Увеличивается площадь радиатора, но они также защищают наш дом от копоти. Прошло буквально каких-то 5-10 минут, и посмотрим, какая температура воздуха возле нашего радиатора. Вот вы видите, что температура уже поднялась до 30 градусов, а была она у нас 25. То есть фактически на 5 градусов стало теплее за каких-то 5-10 минут. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, делитесь в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал. У меня для вас всегда актуальные темы.